Друзья, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео. Я уже забежал сюда на выставку, немножко припоздал, народу уже много собралось, вовсю идет торговля. Будем стараться как-то между них протиснуться, чтобы показать вам побольше рыбок. Сакцентирую сегодня внимание больше на внешний вид рыбок и ассортимент. Цены буду лишь, наверное, озвучивать. Все, погнали. Народу, конечно, сегодня намного больше, чем в прошлый раз. Ну и, соответственно, рыбок тоже однозначно будет больше. Кто у нас тут? Сомики у нас золотистые. Это, наверное, какие-то лазеры по-любому. Да, это Gold Stripe Альбина по 11 евро. Такое удовольствие. Вот еще какие-то прикольные. Эти у нас по 7 евро. Это у нас штерба. Красотуля прям. Ну и, соответственно, конечно, есть у нас еще и гупики тут. Спрашивали про цихлидок. Вот, пожалуйста, вот и цихлитки. Все для вас. Только приезжайте, приобретайте. Хотя цихлитки сейчас меньше пользуются популярностью, но тем не менее тоже на них есть спрос. Ну, они от 7 до 13 евро. Также есть у нас тут еще цихлитки. Yellow. Вот вообще какой-то здоровый товарищ. Рядышком тоже такие же ребята. Ну, тут уже и по 30 евро есть, и по 6. Я так понимаю, от размера, конечно, тоже зависит. Ну и вид тоже немаловажен. Рядышком еще есть у нас креветосы. Это обычные черики. Вот они по 2 евро. Ну, не знаю, получится ли мне их показать вам. Ну, я думаю, в принципе, по большому счету, креветосов, чериков вы однозначно видели. Так что мало чем удивлю. Тут также еще у нас цихлидочки. Вот, смотрите. Уже какие красивые, взрослые. Ну, ребятушки какие. Любо-дорого глянуть, да? Какие. Реально, мне кажется, они уже такие что-то наблюдают, смотрят и что-то уже анализируют. Гупики, ну, наверное, какие-то обычные у нас, в принципе, гупики. Но куда интереснее вот здесь вот эти товарищи. Это бычки какие-то. Сейчас глянем, какие. Ну, внешний вид их такой интересный. По-любому их нельзя с гупиками, раз их сразу уже отсадили. Видно, трепают. Ну, знаешь, что креветосов вообще на раз они разрывают. Но по поводу гупиков я чисто так теоретически думаю, что и гупики тоже идут в ход. Что еще вижу, так это здесь еще вот цихлидочки. Тут прям какой-то ряд у нас цихлид. Я так понимаю, самое основное интересное, это, конечно же, вот там все двигается. Но ничего. Вот, пожалуйста, севили, тут всего осталось ничего. Я так понимаю, что их всех расхватали. Ну, севилья такая рыбка, которая реально интересная и полезная. Ну и плюс, как бы, выглядит так, как псевдоскап, почему и название получила. Она по 6-8 евро у нас. Так, а здесь растения у нас по 3,50, ну а мечики тоже по 3,50. У нас, наверное, тут прям какой-то ряд, все по 3,50. Ага, знаете, что я пропустил? Вот у нас еще есть микрокорм. Ну, с палочками даже, видите, накручено. 4 евро стоит вот такой бокс. Я так понимаю, это нематода. Это по-любому нематода тут. Также мох есть. Вот такой мох 2,50 стоит. Кулечка там, наверное, ну, тоже Крисмас. Розе. Что-то тут еще есть. Ну, фильтр Акваэль. Ну, а здесь пусто. Ну, наверное, Костю вы узнали, хоть и со спины, но он известен уже. Гупики у нас почем по евро 50, да? Ну, тут кто-то был, но походу... А, нет, даже есть. Я думал, пока я добрался, пока тут нашел место, уехали. Нет, вот еще. Вот там, видите, за кокосом есть дружбан один. И еще вот есть сбоку тоже какой-то. Вот он, тот вообще вылез, говорит, давай, толкается с этим. Будски и какие-то номерные самы. Вообще интересные. Ну, это амцики,
но какой-то номер у них есть. Им или плохо, или я не понимаю, что с ними происходит. Какие-то пятнышки у них. Либо они просто так стрессуют, что, мол, приехали только. Все тоже может быть. Тут у нас еще есть хиленки. И вот еще какие-то рядом. Ну это вот эти улитки, что я спрашивал, яблочные какие-то. Тут дело в том, что эти запрещены ампулярии. И есть вот просто обычные такие улитки. Костя пока уточняет вопросы, я вам покажу еще креветочек. Тут внизу, я так понимаю, у них чистые или нет, а вверху у них там в баночках эти миксы. Вот мне нравятся бубики такие интересные, красивые. А вот с буцками синеглазки вот сидят, тоже вот хорошо смотрятся, но не прячутся. Славы вот так вот. Мне нравится, я вообще кайфово. У них вот с прошлой выставки, я смотрю, аквариумы просто сместились. Вот этот ряд у них переехал вправо, хотя был слева. Тут еще интересные. Ну такая-то резинсы. Тоже прикольные ребята. Смотрите, какие прикольные. Ребята, вот пока смотрел, да проглядел. Тут есть еще пигмейчики. А пигмейчики тут у нас по 3 евро. А еще, если верить вывеске, то тут еще... Ну вот же она. Это вот какой-то сом, я не знаю. Наверное, я думал вначале сторисома, но нет. Название я вам показал, ну вот он лежит, прям сразу и не поймешь, что это он. Ну, Петька, то понятно. Вот тоже мне нравятся рыбки, такие симпатичные, очень. Сторисомка тут также есть. Я вообще кайфую. Смотрю, ну вот реально интересно. По 5 евро. Ну, если больше будете брать, то тут будет дешевле. Сторисомки 12 евро. Потихонечку привыкаю к ценам, к звучанию их цен. Тут тоже медаки. Вот. У меня такие же есть медаки. Очень прикольные рыбки. Все жду, когда они вырастут, чтобы потом с ними тоже поиграться. 3 евро. Медака 3,50. Петька у нас 12 евро. Вот мечики. И еще вот товарищи с ними. Вот такие товарищи побольше, конечно. Мечики у нас по 3. И вот эти тоже петельки по 3. Пока я тут дошел туда-сюда, тут, конечно, многих уже подразобрали. Но, тем не менее, что-то есть. А тут веселая рыбка. Ну, судя из названия, глюклик это радостный. Какая-то рыбка, ну, в принципе, да, она такая интересная. Как он? Мне нравится. 2 евро штучка, а кучка, вот 10 штук, 16 евро. Неончик у нас тоже спрятался. Неончик у нас 1,5 евро. Ну, а кучка 13 евро. Ну, вот десяточку, я имею в виду. Барбус вишневый, кто-то еще там содержится. Я думаю, что знающие люди обязательно напишут. Пиццелька желто-белая, ой, желто-черная. Уже вообще заговариваюсь. Пиццелька 3 евро. Такое удовольствие. Мечики. И причем здесь разные по входу. У них уже тут тупо микс. Ну, я так думаю. Потому что они здесь содержатся. В любом случае, самцы сделают свое дело и запросто испоганят самочку. Ну, в принципе, для вообще Германии цена 3,50 за них. Я думаю, что это как для микса реальная цена. Вот еще друзья такие. Впервые сегодня встретил скалярий. Что-то они реально не пользуются спросом. Вот. Скалярочки такие вот по 5 евро. Сверху гурами есть еще. Гурами у нас по 4,50, а макроподы здесь вот он. Макропод, его, конечно, потрепали вообще. Вот макроподик 3,50. Вот он, макроподик. Реально вообще его погрызли во всем. Также тут еще жемчужный гурами. Так посмотрите, все макроподы они погрызли. Я не знаю, они между собой грызлись
Или их реально кто-то просто наказывал. Причем очень жестоко. И цельки, ну тут тоже реально тут микс. Реально микс и что тут еще? А вот Данюшка. Данюшка есть. Обычная Данюшка у нас здесь. И сомики у нас там. Вот они там спрятались. И говорят, не хотим мы позировать. Так, догадывайтесь, что мы здесь. А тут уже скалярий покрупнее. И вот такое удовольствие 9,50. Ну, со скидочкой, типа, что не 10 евро, а 9,50. Ну, вот, ребят, так вам, для понимания, да, вот, что, к чему и почем. Так что цените то, что у вас есть, тот ассортимент. Так, вот тут у нас креветосы, отдельно еще продают улиток, катушек. Что у нас еще тут есть, интересно? Номерные самы. Будские есть, папоротники также есть. Самы номерные. Тоже прикольные товарищи. В большом количестве. Это у нас 333 номер. И от 18 до 25 евро такое удовольствие. Также у нас еще есть карликовые болотные раки. Это тоже такие товарищи прикольные, хорошие самые. Тоже номерные, 398. Их так плоховато видно, но тем не менее, как я в принципе предполагал, 25 евро такое удовольствие стоит. Ну, также есть тут гудские папоротники, они довольно-таки тут, я смотрю, распространены. Ну, в принципе, не требовательны и хорошо. Также он есть еще роголистник тут, смотрю. Так, а вот тут уже какие-то циклитки, но они прям попрятались. И номерные самы. Ну, это 180 какие-то, мне кажется. Они просто под номерами такие звездочки, точечки. 201 это. Второй это 401, походу. Цихлитам тут немножко не нравится. То, что я, конечно, тыкаю в них. Вот это, конечно, вообще интересные рыбки. Ну, вот жаль просто, что для них нужен отдельный аквариум. Но они вообще... Они настолько молодчаги, я вам просто передать не могу. Вот их поведение, оно уже интересное. Очень живучие, в том плане, что живут они в природе в лужах. Вот это такие самцы поярче. А те, что вот такие поблекли и меньше плавнички, это самочки. Вот такое удовольствие здесь 4 евро. И еще панцики там плавают. Какие-то сомики интересные. И эти еще, смотрите, какие 333 походу, 168 здесь самые. И как инстаграма флакаду, прикольные товарищи, красота, реально. Ну а сейчас переходим к очень интересным еще сомикам коридоросам. Я думаю, вы редко такое видите, это походу из каких-то лазеров. Вот они вместе с какадо, видите, рядышком. Вот эта самочка, она вообще, ее, наверное, отсадить, она сразу родит. Ну, икру даст. Вон самцы. Ну, в аквариуме будет огонь смотреться. Вот такие какаду попугайчики по 7 евро. А вот сомики я пока не нашел. Видно, где-то ценник спрятан. Но мужчина, этот продавец, он реально, я его видел еще на других выставках. Вот еще прикольная. Вообще. Вот это. Это тоже из щучек. Возможно, Undulopанхакс или из афисимионов кто-то. Они там попрятались. Они там, ребятушки попрятались. Тоже интересно. Тут вообще он за горшочком спрятался. Но явно не хочет новый дом. Но видно, все устраивает. Хорошая кормежка. Теплые отношения со своим хозяином. И он все. Говорит, я обратно хочу домой. Так, это у нас кристаллы. И по 2,50. У меня
скажу, это, наверное, какой-то там не очень по 2,50. Я просто, ну, видно, что блеклый, тут есть вообще полупрозрачные, ну, такое не годится. И вот есть типа черные, но они не черные. Я думаю, вы видите. Реально тут до черных еще ого-го. А тут у нас есть креветосы такие синенькие. Там еще кто у нас? Ну там опять же есть помеси. Реально нету вот чистой линии, чтобы я вам сказал, вот это вот чистая линия. Вот это рильки, ну тоже такие блекловатые. Не знаю, то ли они так очень-очень сильно стрессуют, то ли у них такой вот не очень водный корм, не знаю. Тут уже все, ребят, разобрали. Вот это пока я хожу, вот здесь, все разобрали. Смотрите, что я увидел. Аэрлифтные фильтры уже, видите, с мочалками, все, стаканчик готов. Чисто через мочалочку, вот шланг подсоединили и работает. 15 евро. Вот, смотрите, какие прикольные ребята. Видите? Эпиплати сэддагити. Прикольные ж. Вообще. Так, а тут у нас еще вот кто-то, я не знаю. Кто это? Ну, какие-то интересные товарищи. Гупики. Микс. Ну, написано, хотя колесо. Апистограммки. И вот смотрите, вот здесь у нас много-много всех интересных насекомых. Ну, горнелиан мы знаем, это креветосы. А вот всякие палочники, вот это, конечно, интересные ребята. И сейчас вам еще кое-что покажу. Реально хотел вам показать давно. Ну, с момента прихода на выставку, как заметил, тоже. Вот палочники, смотрите, какие прикольные, разноцветные. Здесь и такие, смотрите, такие прикольные. Реально, ну вообще. Вот что я вам хотел показать, ребят. Это гриндаль, посмотрите. Есть тут гриндаль. И этот гриндаль 8 евро. И есть нематода, походу. Вот эта нематода по 5 евро. Хотел сказать гривен. Хотел вам скалярий показать. Я не знаю, просто предыдущий кадр у меня сохранился или нет. Но поэтому пока здесь лучше я вам сниму и покажу. Вот скалярочки по 6 евро. Вот такие. И здесь есть. Вот смотрите. По 6 евро. Красотуля. Анцики. Смотрите какие. Это даже с вуалью. Я думал, ну, в плане то, что не номерные, не 144 там. Но они вот здесь присутствуют. 12 евро. Ну, а тут гупики. Гупики Эндлера. И также вот есть еще анцики. Немного цихлидок. И знаете, вот что мне реально очень-очень понравились гупики. Мне трудно сфокусироваться на них в плане того, что сзади прозрачный фон. Но реально они кайфовые. У них черное тело, вот хвостик. Самцы так вообще черные. Но плавнички у них оранжевые. Смотрится, конечно, классно. Такие гупики 4 евро, что в принципе для Германии не так уж и дорого, потому что такие же экземпляры, я знаю, что вполне могут продаваться и по 25 евро, и по 30. Ниже у нас здесь принцесса Бурунди, и плюс она еще с мальками.